Без культуры в нашей жизни никуда. Финансирование госпрограммы на ближайшие 3 года на ее развитие будет увеличиваться. А это и новые постановки, и фильмы, и литература, и выставки. Это и производство оборудования, зачастую вместо импортного. Вот обо всем этом мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Это так называемая обыгрывающая машина. 20 минут нещадной эксплуатации, как будто 2 года играли не переставая. Но фортепиано из Санкт-Петербурга выдерживают. Кстати, процесс производства музыкального инструмента в сумме занимает 5 лет. Почему? Сейчас и узнаете. Ну что, поехали? Кропотливый процесс рождения музыкального инструмента начинается с подбора дерева. Это высокогорная ель, не простая елка из Сибири, а именно высокогорная. Это Кабардино-Балкария. Сушится от 4 лет дерево, потом только поставляется нам. Дека, естественно, по всем правилам сделана. Все остальные части, это силовая конструкция деревянная, она сделана из того же дерева. Нет нужной плотности древесины, нет и хорошего звука. Годичные кольца на деке не должны превышать 4 мм, расстояние между ними. Найти поставщика было сложно. Собственно, как и заменить многие импортные детали. Ведь до агрессивных западных санкций это было совместное производство с известным немецким концерном. Но у вас все-таки сейчас Бернштайн? Просто как бы импортозамещенный? Или это все-таки Михаил Глинка, да, который вот питерский? Ну, это технологии немецкие, спецификации немецкие, но все материалы, руки золотые наших мастеров российские. На сегодняшний день это порядка 80% локализации выполнено в рамках нашей фабрики. Акустический блок, дека, рипки. Самое сложное, что было изготовить. Струны теперь российские, клавиатура и клавиши только с виду похожи. Вы не можете заменить клавишу с одного инструмента, поставить на другой, потому что у них индивидуальный вес. Вот поэтому говорят, что у каждого инструмента свое лицо и своя душа. В компании работают над созданием российской рамы. Уходят годы экспериментов, чтобы начать выпускать серийный инструмент. Ну, может быть, вы нам тоже продемонстрируете, вот как звучит? Интересно. Конечно. Сейчас в ассортименте 2 модели роялей и 2 пианино. Отличаются механикой. На одном инструменте она более дорогая, более дорогие материалы используются. На другом инструменте попроще, но оба фортепиано являются профессиональными. На инструментах из северной столицы проходит обучение, дают концерты по всей России. На сегодняшний день мы выпускаем более 400 инструментов в год, и уже изготовлено и поставлено около 3500 фортепиано. Поставлять российские инструменты сначала помогал нацпроект «Культура», теперь «Семья». Еще в качестве мер поддержки производители упоминают долгосрочные контракты, которые помогают планировать инвестиции в развитие. У нас есть опыт успешного заключения 5-летнего контракта с Департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на поставку фортепиано на протяжении 5 лет. И было бы замечательно масштабировать его на территории всей страны. Потребность в новых инструментах в музыкальных школах до сих пор большая. Если не отдавать рынок зарубежным конкурентам с сомнительным качеством, нужно расширять производство и обучать персонал. К сожалению, вхождение в профессию мастера-настройщика занимает порядка 10 лет, а то и более. И у нас есть учебный центр с техническими специалистами, ведущие мастера Ассоциации фортепианных мастеров России. Они приезжают, организовывают семинары, обучают, повышает уровень мастеров, которые уже давно работают. Еще хорошая возможность расширить производство, начать поставлять за рубеж. Здесь могут пригодиться меры поддержки от Российского экспортного центра, от обучения, азов, с чего вообще начать,
до помощи в сертификации и компенсации затрат на логистику. Если говорить про изменения в подходах в субсидиарной политике, то, наверное, самое главное изменение связано с тем, что мы уходим от модели компенсационной, когда мы постфактум компенсируем уже состоявшиеся расходы, в стимулирующую модель, когда мы формируем мотивацию предоставить субсидию тем компаниям, которые будут наиболее эффективны с точки зрения бюджетных расходов и количества экспорта, который они создадут за счет бюджетных денег. Сотни компаний за 10 лет работы РЭЦ уже воспользовались мерами поддержки и успешно поставляют за рубеж. В России в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Сегодня 8 тысяч предприятий, экспортеров Петербурга, поставляют продукцию в 147 стран. Страны-лидеры в части экспорта – это Китай, Беларусь, Индия, страны СНГ. И хотел бы отметить, что у города мощный потенциал в части поставок на внешние рынки фармацевтической продукции, медицинского оборудования, радиоэлектроники, энергомашиностроения, пищевой продукции. К 2030 году предстоит нарастить объем экспорта несырьевых, неэнергетических товаров не менее чем на 2/3. Российские товары для творчества вполне могут стать международным брендом. Такой пример есть в Рязани. Вот где мир в прямом смысле играет всеми красками. Компания из Рязанской области производит до 1000 тонн детских красок в год. Здесь, например, акварель, которую, прежде чем она попадет на конвейер, положено бережно вручную перемешивать. Ну и автоматизация, конечно, на уровне. И компания производит далеко не только краски, ассортимент богатейший. Что еще? Мы сейчас и посмотрим. Начнем с красок для творчества, детского и взрослого. Компания крупнейший в стране производитель. В 2023 у нас начался прорыв, когда мы каждый год выпускаем новый тип краски, либо сильно усовершенствованный тип краски. Вот сейчас у нас масляные краски выйдут очень качественные в марте месяце, такой, наверное, венец нашего развития. А до этого последовательно мы улучшали рецептуру каждого из видов красок. Когда некоторые зарубежные конкуренты ушли с рынка, российский производитель не растерялся. Доверие потребителей завоевали уже давно. Мамы не склонны к рискам, и поэтому покупают сделанное в России и проверенное. Кстати, в России требования к качеству пожестче будут, чем, например, в Китае. Вообще никакого запаха нету, на водной основе производится. Внутрянка. Да, и красящие пигменты, которые используются здесь, они тоже абсолютно безопасны для детишек, ну и как следствие для взрослых в том числе. Интересная деталь про акварель. Она обязательно попадает в эту сушильную камеру. Здесь плюс 47 градусов. И в этой жаре находится 3 дня. А иначе нужного качества не будет. За 6 последних лет, я думаю, что мы обновили практически весь парк оборудования. Инвестиция, сумма секретная? Нет, но это там, близко к миллиарду рублей, наверное, за это время по совокупности. В итоге, кроме красок, ассортимент довольно красочный. Есть несколько производств. И фломастеры, и карандаши, и мел, и пластилин, холсты, а к ним грунт и лак. Самое новое, наверное, это пастель. Да, мы не так давно сделали сухую пастель, очень крутую по качеству, очень классную, которая очень хорошо зашла на рынок. И мы сотрудничаем с Союзом пастелистов Российской Федерации. Они тоже очень ценят этот продукт, говорят о том, что это один из лучших на мировом рынке, в принципе, продуктов. Где производство красок, там и производство пластика. Не только баночки для гуаши, но и линейки и пеналы. Производим порядка 9 миллионов наборов, так вот можно сказать, в общей сумме. Могу сказать, что в первый класс идет порядка 1 200-300 школьников. Вы можете представить, что практически все, кто учится в школе, тем или иным образом соприкасаются с нашим продуктом. Продукция не только для российских школьников. Поставки в СНГ. Был опыт экспорта в Иран, страны Восточной Европы, США с поддержкой.
Да, у нас есть много совместных программ там, и с РЭЦом, с Российским экспортным центром в том числе. Это по поводу компенсации части затрат, которые мы имеем на транспортировку товара, и выставки, участие в выставках в разных странах. Творческая сфера – уверенно растущая часть экспорта. Уникальные сувениры, дизайнерская одежда, мультфильмы и кино. Например, многие товары показывают под брендом «Сделано в России» в рамках перекрестных годов культуры России и Китая. Хорошо сформировавшийся тренд. Мы видим не просто интерес, мы видим уже хорошие экспортные контракты на нашу продукцию кинематографа и анимационную. И мы хотим, чтобы в следующем году количество таких возможностей было увеличено, расширено, и рынки, на которых мы будем с нашей продукцией кинематографической и анимационной присутствовать, также расширятся. Ну а тем временем компания из Рязани готовит для людей творческих новые продукты. В лаборатории мы, например, увидели краску «Хамелеон». Сделать такое могут только специалисты с большой буквы, весьма дефицитные. Это прям вообще такая болезненная история. Я бы сказал, что это штучный товар, который мы всем нашим большим коллективам буквально собираем с рынка, сращиваем. Между прочим, производство переехало в Рязань из Москвы. Недалеко, что как раз вызов. Ведь нужно, чтобы кадры оставались в регионе. И дело не только в зарплате. Сейчас Рязанская область является одним из лидеров по стране по обеспеченности жильем, квадратными метрами жилья по отношению к численности населения. У нас сейчас примерно 37 квадратных метров, а в среднем по стране около 29 квадратных метров. И, конечно, это влияет и на структуру спроса, и на заинтересованность в новом жилье. И мы сейчас делаем акцент не просто на строительстве нового жилья. Сейчас догоняем социальной инфраструктурой, строим школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, спортивные объекты. Вот у нас сейчас одновременно по региону строится 45 таких объектов. Каждый важен именно для того, чтобы создать комфортную окружающую среду. И еще один пример, как товары для полета фантазии помогают детям. И речь не о продажах. Компания организует мероприятие вместе с благотворительным фондом, который помогает тяжелобольным детям, инвалидам, сиротам. Оказывается, краски могут продвигать и российскую промышленность. Такой пример мы увидели в Совете Федерации. В Верхней палате парламента прошла выставка картин «Промышленность, индустриальный пленэр». Герои – люди труда. Вот льют раскаленный металл, вот мастер обрабатывает детали, вот станки, предприятия. Художники из города Сердобск, что в Пензенской области, часами писали с натуры в заводских цехах. Нас спрашивают некоторые художники, там знакомые друзья, а что вы нашли вот в трубах интересно, да, вот эти болты, трубы, ну, казалось бы, вот цветочки-то лучше и красивее. Но, понимаете, вот и даже и в трубах можно найти интерес, если подходить к этому с душой. Что если тебе вот нравится, то, я думаю, и зритель это прочувствует. Подобная живопись была очень популярна в советские годы, когда промышленность бурно развивалась. Сейчас это снова актуально, ведь очень нужны люди рабочих профессий. Быть человеком труда, который бы смог и конструировать эти станки, и работать на них, и создавать на самом деле суверенное независимое государство. Кстати, компания, которая стала инициатором выставки, производит станки в Пензенской области. Вести популярность рабочих профессий, правильно? Правильно. И то, что мы не ерундой занимаемся, а все-таки станкостроением, и у нас вообще промышленность в Российской Федерации развивается довольно-таки хорошо. Так чтобы это никто не забывал. В Пензе почти 20 лет назад практически возродили станкостроение. Сейчас у некоторых моделей станков локализация уже более 90%. Они становятся сложнее, умнее. Производство можно кратно увеличить, был бы спрос и поддержка. В Пензенской области создан и первый в России станкостроительный кластер. У нас специализация и машиностроения, и радиоэлектроника всегда была очень на высоком уровне. И, соответственно, станкостроительный кластер, который активно развивается, кстати, Станкомашстрой, одно из крупнейших на сегодняшний день станкостроительных наших предприятий, освоено литье станин. Это, кстати, непростая, на самом деле, история лить станины.
тем не менее освоили, льем. Поэтому наше предприятие активно развивается, импортозамещается. По возможности российские станки использует герой нашей следующей истории, который в Иркутской области выпускает для сферы культуры и искусства много полезной продукции. Вот я понимаю, что это безэховая камера, да? Вы не могли бы нам рассказать, зачем она нужна, в чем ее особенность? Как я понимаю, такая далеко не везде есть, а может быть и нет у нас, да, в стране. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Да, совершенно вы правы. Мы находимся сейчас в безэховой камере. Она создана для испытания акустических систем, которые мы изобретаем для тестирования этих систем, для получения очень точных данных, тех параметров, которые системы будут выдавать. Это единственный экземпляр, который сегодня существует на постсоветском пространстве именно у производителей акустических систем. Еще в 2000-х на этой площадке было хранилище овощей. А теперь иркутская компания производит акустические системы. Американская система тоже стоит 75 тысяч, но только в российскую за эти деньги уже встроен усилитель, а к американской нужно еще за 100 тысяч отдельно купить усилитель. Что касается спроса, изначально производили от силы 50 систем в год. Сейчас 600 в месяц, что не предел. Что касается акустических систем, то мы не останавливаемся только на выпуске акустических систем. Сегодня мы уже разрабатываем усилители. Я перевожу производство усилителей из-за рубежа в Россию. Я перевожу производство динамиков из-за рубежа в Россию. Я буду делать интерактивные панели, которые применяются в школах. Понятно, что без модернизации о развитии речи быть и не может. Плотно работаем, во-первых, с правительством Иркутской области, которые заинтересованы в развитии своего производителя. Во-вторых, очень плотно работаем с ФРП. Это организация по развитию предпринимательства. И имеем определенные кредиты, значит, под 1% в год, то есть недорогие кредиты, значит, для того, чтобы приобретать вот эти станки. Но компания производит далеко не только акустические системы. По полному циклу пианино и рояли, световое оборудование, машинерию, одежду сцены, кресла. Для любых залов, от школьных до кинотеатров и стадионов. Например, для театра оперы и балета в Улан-Удэ под старину, но с современной начинкой. Я сделал точную копию данного кресла, но уже применил современные звукопоглощающие подушки, сделал так, чтобы оно откидывалось. И в 2011 году этот театр получил международную премию про Integrated Ever за лучшее оснащение театров. То есть по тому году это был лучший театр России. То есть оснащение под ключ объектов культуры и спорта не только по всей России. Была программа «Российские школы в Таджикистане». Там было построено, могу ошибиться, порядка 11 школ. Так вот, в 5 из этих 11 школ я сделал полное оснащение актовых залов и еще кабинетов. А сейчас самое время показать, как, собственно, развиваются объекты культуры. Сходим в театр. Дорогу молодым талантам. Ее активно прокладывает детский музыкальный театр юного актера. Сейчас это несколько сцен, творческая мастерская, студии. Вот о развитии, а также об укреплении международных связей, так сказать, искусстве на экспорт, мы сейчас и узнаем. Театр был основан еще в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. А любовь, как сон, стороной прошла. Любимая песня. Который, что называется, всецело болеет за свое творческое дело. Так, тишина, теперь я зритель. Теперь я слушаю вас, смотрю на вас. Поехали. 3, 4. Подождите, ждется. Ждется белая луня, белые поля. Что за лыжи у меня, так и едут сами.
Вот художественный руководитель нам и рассказал, что изначально театр занимал небольшое полуподвальное помещение на Малой Дмитровке. Маленький зал не позволял ставить спектакли с масштабными декорациями. С поддержкой от государства театр получил новое здание. Это инвестиционный проект правительства Москвы. Москва поверила, Москва дала деньги. Нас поддерживало Министерство иностранных дел, наши большие добрые друзья. Во время реконструкции удалось не только восстановить исторический фасад, но и надстроить еще 3 этажа. Вызов для строителей. Ну и, конечно, все это строительство шло в рекордно короткие сроки. 21 мая 2019 года здесь был котлован. А 25 марта 2021 года, через 2 года, сюда пришел президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это вот вся наша такая веселая труппа, наша банда. Вот все фотографии туда по коридору. У вас с 9 до 16 лет, да? Нет, не с 9. Сюда ребята приходят почти, в 7,5 лет, а до этого у нас еще есть дошколята. Лично познакомиться с актерами тогда помешала пандемия коронавируса. Но был найден выход. Прошу вас, сейчас мы вам представим наш театр. Да, пожалуйста, можно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Агата Андреева. И я актриса детского музыкального театра юного актера. И мы расскажем вам о нашем театре. В театре все для поддержки полета творческой мысли детей. 2 зрительных зала, основной на 248 мест, сцена-трансформер, современный свет и звук. Понятно, что не все оборудование сделано в России, но по возможности старались использовать свое. Кресло, в котором сидел президент, оно же сделано в России, например. Да, оно сделано в России. Мы искали долго, какая фирма будет делать. Сделано в России. Что-то, конечно, из аппаратуры мы, это понятно, добывали. И самое главное, юных актеров стало намного больше. Труппа свыше 180 человек. В репертуаре более 15 постановок. Осталась и старая площадка. Под крылом театра сейчас и сцена «Экспромт». Плюс летние творческие театральные лаборатории. Еще созданы студии. Сначала 1, потом 2, и сейчас это 4 студии при театре. В каждой студии примерно по 150 человек. Есть поддержка. По финансам нас департамент по культуре правительства не обижает. Потом мы дружим с президентским фондом культурных инициатив. У нас уже есть 2 гранта. Мы сделали спектакли по этим грантам. Надеемся, что дальше будем также продолжать дружить. Дружим с Министерством культуры Российской Федерации. Там тоже нам дают ежегодный грант на молодых режиссеров. Гранты идут и на поддержку театральных коллективов детских домов. Совместно проводят мини-фестивали. Например, в канун Нового года была «Елка желаний». И весь полученный опыт в целом по развитию юных талантов театр старается масштабировать. Мы объездили все страны СНГ по нескольку раз. И поверьте, что вот это, как сказал наш министр иностранных дел Сергей Лавров, это такая мягкая дипломатия. Это очень нужно. Нужно и русскоязычному населению. Потому что Россотрудничество, я вот уже сказал, и помогает, и помогало нам. И это нужно сейчас. Наверное, думаю, особенно сейчас. В войне. Да, конечно. Искусство на экспорт, та самая мягкая дипломатия, играет огромную роль. В знак признания заслуг укрепления международных взаимоотношений президент наградил генерального директора Российского экспортного центра орденом Дружбы. Для меня означает признание руководством страны нужности той работы, которую делаем мы в нашем коллективе, и, в принципе, всей страной, потому что задача продвижения нашего несырьевого экспорта и те успехи, которые у нас, несомненно, есть за предыдущие годы, все это является результатом абсолютно командной работы и самих экспортеров, и региональных команд, и правительства, и, конечно, команды Российского экспортного центра. Такие истории, когда общими усилиями компании-производители
производителей товаров, для людей творческих. Потребители этих самых товаров с поддержкой стараются, чтобы как можно больше было сделано в России. И за 10 месяцев прошлого года, в частности, производство музыкальных инструментов прибавило более 93%. Государство поддержало закупки для учреждения на 181 миллион рублей. Ну а те, кто сможет по достоинству использовать все это, уж точно найдутся.